Всем привет! Сегодня мы будем готовить с вами булочки, о которых вы мечтали, наверное, всю свою жизнь на своей диете. Это булочки без грамма муки, без яиц, без дрожжей, без крупы. Это просто без подсластителей. Такое ощущение, что они вообще без всего. И при всем при этом мы получаем с вами пышные, румяные, красивого, невероятного золотистого цвета булочки к вашему завтраку. Поехали! А что же есть в этих булочках, спросите вы меня? Основной ингредиент, который я в них добавляю, это чечевица. И кроме чечевицы там практически ничего нет. Немножко соли, немножко соды, немножко воды, масла. Совсем прямо чуть-чуть. Булочки веганские, булочки полезные. Они полезны при строжайшем противодрожжевом протоколе. Они разрешены на безглютеновой диете. Они рекомендуются тем, кто соблюдает диету с низким содержанием или вообще практически без углеводов. Они очень хороши тем, кто контролирует уровень сахара в крови. И, конечно же, тем, кто мечтает похудеть, чтобы иметь такую же тонкую талию, как у меня. Поэтому не откладываем. Поехали, начинаем готовить. Я предварительно замочила 160 граммов сухой чечевицы. Воды наливала много, потому что чечевица хорошо берет воду. Оставляла ее на ночь, потом тщательно промыла, чтобы вы зря не ждали. И теперь мы все это опускаем в блендер. Загружаем нашу чечевицу в блендер. Рецепт очень простой, с ним справится даже ребенок. Если вы никогда не готовили хлеб, никогда не занимались выпечкой, безглютеновой, к тому же выпечкой, или веганской, и если никогда не прикасались к тесту, чтобы приготовить хлеб, этот рецепт для вас, потому что он получается у всех, он получается с первого раза. Вы эти булочки приготовите буквально за 30 минут, прям к завтраку горячие, поэтому можно их готовить прям с утра, как проснулись. И поехали. Чечевицу добавили, заливаем 60 мл обычной воды комнатной температуры, добавим пол чайной ложки соли. Я буду мерить мерными ложками, вы можете мерить любыми, какими вам удобно. Пол чайной ложки соды. Помните, что сода – продукт безглютеновый. Не нужно сходить с ума и искать безглютеновую соду. Столовую ложку яблочного уксуса. Важная информация. Если вы соблюдаете противодрожжевой протокол, то яблочный уксус, который на время протокола запрещен, можно заменить лимонным соком. 20 граммов псилиума. Псилиум может быть разный. Вы можете использовать шелуху цельную подорожника, а можете использовать пудру, измельченную прямо в нежную пудру, шелуху подорожника. Разницы никакой. И 20 граммов любого растительного масла. У меня сегодня кокосовое. Кстати, по поводу кокосового масла недавно спрашивали в комментариях, обязательно ли оно должно быть белого цвета. Да. Твердое кокосовое масло, каким мы обычно видим его в банке, всегда белого цвета. Если вы его растапливаете, оно становится абсолютно прозрачным. Все ингредиенты погружены в наш блендер, и мы сейчас его включаем и готовим наше тесто. Поехали! Так, сейчас мы с вами соберем неизмельчившуюся крупу со стенок блендера. Как вам я и обещала, у нас получается тесто абсолютно без муки, без дрожжей, без крупы, из одной чечевицы. Псилиум заменяет в этом рецепте одновременно и яйца, потому что он будет связывать наше тесто, и он выступает в роли такого, я не знаю, как это сказать, природных дрожжей, хотела сказать, но это абсолютно не дрожжи. В общем, псилиум, разбухая, будет приподнимать наши булочки. И плюс мы немножко соды добавили. Чечевица уже практически вся измельчилась, осталась, она очень быстро измельчается, кстати. И если вы еще не готовили рецепт из чечевицы вкуснейших крекеров, обязательно приготовьте. Он вот здесь.
Вот и все готово, буквально несколько минут. И я вам скажу, что на самом деле не важно, какой мощности ваш блендер. Это может быть и погружной блендер. Чечевица прекрасно измельчается и превращается в отличное тесто, которое очень легко лепить. Сейчас я покажу как. Мы будем руками с вами формировать из этого теста булочки. Тесто получается очень нежное, пышное за счет того, что мы псилиум добавили в него. Цвет просто восхитительный, вы видите. Обязательно используйте красную чечевицу для этого рецепта. Зеленую мы прибережем для другого случая. Перекладываем тесто в миску. Духовка уже разогревается. Мы ее разогреваем до 180 градусов Цельсия или 355 градусов Фаренгейта. И печься наши булочки будут где-то минут 25. Если с утра их готовите, как раз успеете умыться и приготовить себе заварить чай или кофе. Вообще я люблю, конечно, такие быстрые рецепты, которые готовятся вот буквально за 30 минут. 10 минут тесто замесил, 20 минут, если еще быстрее, в духовке испек. Мне кажется, это то, что нужно нам при нашей очень динамичной и насыщенной жизни. Да? Если вы хотите давным-давно приготовить какой-то рецепт, но боитесь к нему подступиться, а на моем канале еще не можете найти этот рецепт, не можете посмотреть, как же его готовить, чтобы рецепт такой был проверенный, потому что я знаю, что вы мне доверяете именно потому, что я делюсь с вами рецептами проверенными, и вы видите, как легко и просто их готовить. Пишите в комментариях, мы обязательно приготовим их в следующих видео. После того, как вы тесто выложили в миску, если нужно, дайте ему немножечко постоять, чтобы псилиум разбух. И тогда тесто ваше станет не таким жидким, но очень легким, воздушным и пористым. Посмотрите, какое оно становится. И сейчас мы будем формировать наши булочки. Приготовьте себе миску с водой, противень, застеленный пергаментом. Пергамент я немножко смажу растительным маслом. Можете использовать любое растительное масло по вашему вкусу и возможностям. У меня масло авокадо. Очень удобно пользоваться спреем, у кого есть такая возможность. Тогда вы сможете небольшим количеством масла сбрызгивать ваши формочки, или пергамент, или противень. Смазываем пергамент маслом. Заодно смажете и свои руки. Руки лучше или маслом смазывать, или водой. Я миску с водой приготовила. И берем тесто столько, сколько, такого размера, такого объема, какого вы хотите делать ваши булочки. Я люблю делать булочки маленькие. Они очень легко формируются. Выкладываем их на противень. Старайтесь делать булочки одного размера, чтобы они у вас выпекались равномерно. Неравномерно, чтобы они у вас в принципе все булочки пропекались. Потому что если булочки будут разного размера, то может оказаться так, что одна булочка уже испечется, а вторая будет еще влажная внутри. А влажное тесто никто не любит. Если вам нравятся рецепты, необычные рецепты булочек и хлеба без использования муки, пишите в комментариях, и я буду радовать вас новыми интересными рецептами. Такими же простыми и такими же вкусными. Такие булочки, похожие на что? На булочки, на котлетки у нас получаются. Очень воздушное тесто, очень легкое тесто. Его не нужно мять. Оно формируется очень-очень легко. Оно такое пористое, нежное, как суфле. Так, все, первая партия булочек готова. У нас осталось, хотя вы знаете, там осталось-то у нас тесто на 2 булочки. Давайте мы все их отправим на противень. В принципе, из этого объема теста у вас получится 10 булочек. Я люблю булочки сверху присыпать семечками. Вы можете использовать любые семечки по своему вкусу, и в зависимости от того, что вам можно или что нельзя на вашей диете. Я буду использовать кунжут. Он всегда отлично смотрится на выпечке. Присыпаем булочки.
вкусе. Чем еще этот рецепт хорош, он не требует ни расстойки, не нужно тратить время какое-то на его вымешивание. В блендере все измельчили, и все готово. Быстро, вкусно, полезно. И для здоровья, и для фигуры. Все, отправляем булочки в духовку на 25 минут. «25 минут прошло, самое время доставать булочки из духовки». Вау, какая красота получилась! Вы посмотрите, какое чудо! Вот такие булочки у нас получились. Без грамма муки, без яиц, без дрожжей, без подсластителя, без молочных продуктов. Только чечевица, псилиум, немножко соды, соли, совсем чуть-чуть масла и воды. Невероятная красота, аромат просто восхитительный. Сейчас дождемся, пока они остынут, а потом разрежем и посмотрим, какие они внутри. Ну что, наши булочки остыли, самое время взять их, разрезать и посмотреть, какой же мякиш получился внутри. Это же самое интересное. Цвет восхитительный, булочки нежные, пористые, воздушные. Хочется откусить. Может, я откушу? Просто восторг. Вот так по-хорошему, знаете, что надо сделать? Разрезать, что мы сейчас и сделаем. И сделать из них такие мини-сэндвичи. Но вы можете больше сделать себе размер. Положить туда свежий авокадо, сбрызнуть соком лимона, посыпать зеленью, специями. Невероятно аппетитно, невероятно вкусно. Остановиться невозможно. И мое любимое занятие – пожамкать. Отличный мякиш. Не влажный, не слипается, пористый, нежный. Сейчас разрежу и покажу, какой он внутри. Про эти булочки можно говорить бесконечно, потому что это действительно чудо-рецепт. Без муки, без яиц, без дрожжей, без сахара, без подсластителей. Они просто вкусные сами по себе. Одна чечевица, основной ингредиент – псилиум, немножко соды, соли, воды, совсем немного масла. Все. И вы получаете такой восхитительный хлеб. Это самый настоящий хлеб. А говорить можно много. А лучше просто взять и испечь и приготовить себе вкусные бутерброды или сэндвичи. И не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, нажимать колокольчик и обязательно писать комментарии, свои отзывы, если вам понравился мой рецепт.